Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Влад Калинин, первый курс, 7 пед. Угу. Расскажи, пожалуйста, о своем хобби фехтования. Ты этим занимаешься серьезно или больше для себя, для своего удовольствия? Я этим занимаюсь больше для себя, так как очень считаю романтичный вид спорта. Вот. Раньше начитавшись книжек, особенно про мушкетеров или что-то подобного, я решил тоже попробовать это в своей жизни. И таким образом начал заниматься. Как часто ты занимаешься этим? Пока идет конкурс, как бы у меня не особо получается этим заниматься, но в целом 3 раза в неделю. Как ты относишься к книгам? Какая твоя любимая? И назови топ-3 книги, которые бы ты мог посоветовать каждому. Ух ты. Я люблю очень зарубежную литературу, классику особенно. Мой любимый автор – это Александр Дюма. Естественно, что любимой книгой является книги Дюма, это правильно. Это «Граф Монте-Кристо». Вот. Очень хорошая книга. Посоветовать, что могу, это книги Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», «Королева Марго Дюма» и, наверное, 1984 Оруэлла. Да, это действительно очень интересные книги. А ты как-то упоминал, что любишь путешествовать. Какие достопримечательности, которые ты смог посетить, тебя больше всего впечатлили? Больше всего меня впечатлили это в Германии Кёльн. Я бывал у Кёльнского собора, он достаточно знаменит на весь мир. И ходит такая легенда, то, что вообще Кёльнский собор, он постоянно реставрируется. Уже с каких-то там давних времен. И когда его достроят, начнется конец света. И это очень история меня взбудоражила, так сказать. Действительно интересно и страшно. А какие еще достопримечательности вспомнишь? В целом, достопримечательностей как таковых я особо не видел. Больше именно места, природа меня привлекает. Особенно природа России. Вот в этом году я ездил в Краснодар, полюбовался, так сказать, нашим югом. Безумно красивые места. Да, природа в России действительно бесспорно самая красивая, я считаю. Студенты первого курса делятся на 2 лагеря. Те, которые обожают анатомию, и те, которые ее ненавидят. К какому лагерю ты себя причисляешь? И еще один вопрос. Какая тема по анатомии тебе кажется наиболее сложной для изучения? Интересный вопрос. Интересный ответ должен быть. В самом начале мне казалось, что анатомия достаточно не мой предмет, сложно. Остеологию, когда прошли, более-менее. Началась миология, я понял, что анатомия как будто бы вообще не мое. Сдав миологию, мне стало гораздо легче, и я увлекся. И на данный момент я люблю анатомию. Вот. Сложная тема, наверное, это как раз-таки вот миология, особенно конечности. Можете, конечности достаточно трудны для понимания. Да, там много слоев, как они крепятся, куда конечность двигается. Это действительно сложно. Что из твоих хобби тебе привела твоя семья? И какое бы хобби ты бы хотел привить своим детям в будущем? Ух ты, интересно. Но, наверное, моя семья привела такое хобби, как мой дедушка, в частности. Он у меня был столер. Да. Что это значит? Столер – это мастер по дереву, то есть всякие резные узоры на дереве, столы, столешницы и все прочее. Достаточно красиво выглядит. И лет в 12 я увидел, как он работает, и меня это вдохновило. Я попросил, чтобы он меня тоже этому всему научил. И уже в более поздние годы я и сам делал, грубо говоря, столы, тумбочки, и мой дом наполнен моими изделиями, так скажем, вот. Очень интересно. Ну и такой стандартный вопрос для всех. Так как 2024 год у нас президент объявил годом семьи, то какой ты видишь свою семью лет так через 10? Я думаю, что моя семья будет такая же крепкая, какая она есть сейчас. То, что в ней будет царить любовь, забота и единство. Наверное, так. Замечательный ответ. Спасибо тебе за интервью. Было приятно с тобой пообщаться. Вам большое спасибо.